Друзья, та самая игра, когда можно показать всю мощь оригинального Xbox. Блин, на самом деле World Racing на нем выглядит просто шикарно. Помню, был малым в свое время, играл в World Racing на своем стареньком третьем пне. Очень сильно понравилась мне игра, вот я даже сейчас вспоминаю и удивляюсь, сколько она была интересной. Казалось бы, это просто гонки, причем только на Мерседесах, но была реализована на самом деле супер классно. И хочется смотреть, на самом деле, как она выглядит и ведет себя на боксике, друзья. Поэтому давайте поиграем, посмотрим. Воспоминания реально с игрой самые-самые теплые. Я на самом деле уже запустил, посмотрел, как все это дело выглядит. Я скажу, что очень сильно был приятно удивлен графоне на оригинальном боксе. То есть понятно, что он мощный, но, блин, игра для своих лет реально выглядит, ребят, просто шикарно. Не могу вспомнить, смог ли я пройти всю игру в свое время или нет, но в моих воспоминаниях я в нее наиграл реально немало часов, учитывая, что в свое время она у меня появилась, мне кажется, после пятого НФСика, и пятый НФС для меня был просто, ну, я бы даже сказал, что на самом деле одной из самых лучших гонок, да и до сих пор я считаю одной из самых лучших гонок вообще на пекарне. Супер олдскул, конечно, но игра была классная. Так, давайте посмотрим World Racing на боксике, ребят. Помню, что очень классные трассы, очень красивые были. И, кстати, сейчас я даже удивлен, что разные погодные эффекты. Потому что до этого я включал, было солнце. А тут у нас какой-то Silent Hill, ребят, оказался. И самая главная фишка, знаете, в ней какая вот? Это, блин, есть вид из кабины, который очень недурно реализован. И плюс в игре еще супер классная физика. И даже, знаете, вот можно, например, настраивать, видите, в сторону симуляции, в сторону аркады. Мы, конечно, ставим, друзья, симуляцию на побольше. И что мы еще поставим? Мы поставим коробочку автомата, оставляем. Брейк ассист мы вырубаем, ABS вставляем, ASR, понятно, не что-то такое, мы это включаем. То есть, в принципе, есть довольно-таки такие сильные и неплохие настройки в плане физики. Я скажу, что очень-очень-очень приятно управляется тачка. Я прям сейчас играю с огромным удовольствием. Но интересно, что здесь только Мерседес есть, но причем сейчас смотреть в нее, сейчас не играть с вами очень интересно, потому что, ну, в игре мы можем посмотреть на всю классику Мерседеса, то есть то, что сейчас считается старьем уже, а в то время это было прям вот лучшим из лучших, а сейчас это просто классика считается. Правда, нам дали, конечно, полное ведро. О, блядь, нажал. Если нажать, короче, Select, то у нас тачка респавнится. Жалко, что нам такое ведро дали на самом деле. Хотелось бы не на Ашечке поехать, на Утилен, что-нибудь интересней. Нравится дофига вид с кабины, на самом деле, вид салона. Не хватает только отражения в зеркалах. Вот, блядь, не продолбал поворот. В этой игре есть, знаете, какая фишка, друзья? Сейчас вам покажу. Самое, что в ней есть классное, это вы можете ехать абсолютно куда хотите. Это я причем помню все время, когда играл на ПК, меня очень сильно это впечатлило. То есть можно полностью вот так вот взять и сойти тупо с трассы и поехать хер знает куда. Я не знаю, насколько далеко мы можем уехать на самом деле, но суть в том, что в свое время, помню, это оказалось чем-то просто нереально классным. То есть вроде гонка по трассе идет, но остается ощущение открытого мира. Куда я сейчас еду, я, ребят, понятия не имею. Но это очень здорово. Просто я взял, выехал с базы на какую-то трассу. Я вообще не знаю где и куда, как далеко могу ехать. Очень, правда, погода напоминает, конечно, Silent Hill, ребят. Но мы сейчас перезапустим гоночку, чтобы была симпатичная погода. То есть, в принципе, что, взяли, сели, катаемся. Где трасса, а где я нахожусь? Я вообще понятия не имею, где сейчас еду. Не хватает разве что трафика, но, блин, сама по себе фишка очень классная, что они реально сделали. Блин, я не знаю, что-то наподобие открытого мира. Я просто взял, уехал с трассы и поехал хрен знает куда. И знаете что? Довольно-таки долго я уже еду, я даже удивлен на самом деле. Мне даже интересно, если продолжать ехать, выйду я в итоге на трассу или нет. Но это реально очень круто. Причем на боксе игра работает просто шикарно. Видите, никаких просадок по FPS нету, и все выглядит очень даже неплохо. Я не знаю, как насколько далеко уехал с трассы. Это просто какая-то жесть на самом деле. Я просто тупо еду куда-то и вообще... Можно причем взять, знаете, вот взять и поехать по бездорожью. Тоже вообще не вопрос. Куда я дальше уеду, я не знаю, сколько, если они сделали огромную карту. Но это реально очень-очень круто. Не знаю, сколько я реально получится далеко. Все, застрял. Неполный привод. Давайте перезапустим гонку и посмотрим, поменяется ли погода. Так, не поменялась. Я сейчас выйду, друзья, и зайду по новой. По-хорошему должна погода поменяться. Карьера. Погнали. То, что обычно на трассе солнце и голубое небо, но мне почему-то не повезло. Я даже не на второй раз захожу.
И второй раз плохая погода. Я, кстати, крайне удивлен. Чемпионат. Подождите, а тачку я могу поменять? А, можно, кстати, поменять цвет тачки, это неплохо. Блин, а как поменять саму тачку? Не очень понятно. А, реально можно поменять, да. Ну-ка, 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 подождите. Это уже посерьезнее аппарат. Блин, прикиньте, можно на гелике закатнуть. Давайте лучше выберем бандитскую Е200, на самом деле, друзья. Так, посолиднее будет. Что по цвету есть? Черного нету. Кстати, голубой неплохо смотрится, довольно-таки стильно, да. Зеленый цвет тоже мне нравится. А серебристый тоже неплохо. В принципе, все хорошо смотрятся. Давайте мы выберем вот этот цвет, такой хаки, знаете, красивенький. Необычный цвет. Шоурум есть, между прочим. Слушайте, ну, интересно, можно даже тачки поменять. Ну, давайте запустим. Надеюсь, что нормальную погоду нам накинут мужики. Блять, опять дождь накинут. Ну, хрен с ним, короче, не знаю. Пройдем и пойдем на следующую трассу. Зачетно, что глазастик какой хороший. Такое ощущение, что какой-то включил, не знаю, блять, симулятор ПДД 2002 года, реально, в плане графончика. А в плане визуализации, так как салон сделан. Очень, кстати, близко сидим, хотелось бы немножечко побольше расстояния. Блять, опять я нажал. Я нажал, короче, отспавниться. Надо не нажимать эту кнопку. У него, кстати, управление адовое. Чего реально сразу несет, он прям боком валит. А в плане настроек, да, в плане настроек, кстати, все осталось как и прежде. Ну, давайте навальнем. Если причем срезать, то тебе пенальти накидывает. То есть у тебя прям тачка затормаживается и насильно, и ты не можешь даже далеко ехать. Но мне очень сильно физика нравится. Она прям такая приятная. И, кстати, салон тоже неплохо сделан. Я вообще не знаю, на PS2 версии был ли также проработан салон, или был ли вид из кабины. Потому что, блин, спидометр работает, тахометр работает, все реально работает, очень круто. А для тех лет, мне кажется, просто нереально стилизация. Причем графоний лучше, чем в NFS Porsche Unleashed. А вышла, мне кажется, примерно в тех же годах, я вот так не помню. На боксе реально играть это удовольствие. Надо пройти эту гоночку, посмотреть, что дальше будет. Жалко, что с погодой, друзья, не повезло, но одно мы знаем точно, что здесь бывают разные погодные условия. Вы, правда, этого не видели, но я дед запускал, там было солнце. Кстати, 4 круга, очень много ехать. И, кстати, еду четвертым, надо бы поднажать. Даже камера, в принципе, здесь неплохо сделана, протачка, кстати, медленно очень, что вид сзади, он, в принципе, довольно-таки высоко камера приподнята, и хороший обзор получается. Так, немножко далеко, конечно, уже, да, у нас. Просто она вообще боком валит сразу. Блин, ну что такое? Все, кому и лень, нас просто обгоняют. Я думаю, на таком, короче, классике мы сейчас их сдернем. Только один круг проехал, ни хрена себе. 2 минуты на один круг. Кстати, она нормально так бочком здесь уже валит. Сразу двоих обогнали. Вот мне интересно, сколько вам видно, то какая в игре графика? Кажется ли вам, что она бомжовая? Вот срезал напись. Но Чуткевич не считается, наверное. Солнечная погода реально в разы лучше, друзья. Но вот сейчас пройдем. Графоник, как знаете, вот точно понял, где, как в игре Бумер. Я смотрел, помню, в свое время геймплей с ней, и вот это один в один. Только игра Бумер вышла в 6-м году, а это, наверное, во 2-м, в 3-м, даже, может, в 1-м, я даже не помню, да. Какая-то система очков, если не понимаю, что, написано 1х, типа обгон. Надо поднажать, чтобы пройти, и, в принципе, с хорошим результатом. Удручает, конечно, именно у этой вот модели Мерина вид из кабины, что уж очень-очень прям близко руль. Да, это как-то поприятнее было. С другой стороны, симулятором отдает. Прям вот, знаете, очень сильно сразу. Не будь так близко, другие ощущения были. И очень понравилось, ни хрена ее реально понесла. Очень все-таки понравилась фишка, что можно реально свободно взять и ехать по карте. Просто куда глаза глядят.
Пусть останется для нас загадка, ребят, насколько большой здесь мир и насколько можно далеко уехать. Но мне кажется, реально просто для тех лет это было что-то, ну, нереально в плане реализации геймплея. Такие гонки не возьми, тогда были ответвления, но чтобы так взять свободно в гонках и ехать, это прям вообще что-то нереальное. Прям Forza Horizon тех лет. Ни хрена себе. Ее просто вообще выносит с трассы. А что подтолкнули на самом деле? Молодцы. Ло какой-то появилось. Уф. Дыма не хватает. Понял, вот чего не хватает. То есть прям занос есть, ее в бок валит, но не хватает дымка из-под колес. Good slide, то есть какие-то очки накидывают. Система со стрелками, кстати, неплохая, потому что она тебе говорит, насколько тебе сильно скидывает скорость, можешь ли ты газовать, или тебе нужно прям оттормаживаться. Каждый раз отвлекаюсь на этом участке на телефон. О, молоток подтолкнул меня. Вообще здесь есть система повреждений, тачка повреждается, но вам, конечно, пока что так не кажется. Надо одного обогнать. Потому что еще один круг ехать, ни хрена себе. Очень странно, что мне такая погода выпала. Потому что до этого каждый раз запускал, была солнечная погода. Вот из недостатков, кстати, уже можно накинуть, потому что очень много кругов. Можно было реально, ну, 2 круга сделать от силы, прям, знаете, не больше. Давай, 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 надо обогнать, приехать третьим, и ништяк будет. Хрена себе вообще не догнать. Очень большие круги на самом деле. Вот там прямой участок. Тут мы, короче, можем подобогнать. Нормально, вроде неплохо. Слушайте, вальнул так как бочком, а? Маленечко срезали, но, кстати, даже не заметила игра, что я срезал. Ничего не написала. Блин, вообще не обогнать его. Интересно, что с самой первой гонки, в принципе, уровень сложности не самый нубовый. То есть, чтобы обогнать, нужно поднажать. А, видите, мне накинули все-таки какой-то штраф, или что это у меня снизу слева появилось. Ну-ка, куда лезешь? Я уже занял твою позицию. Блять, срезал опять, мужики, это не есть прав. Кстати, вот то, что все повороты такие, знаете, прям резкие, сильные, это, кстати, довольно-таки проблематично по 90 градусов поворачивать. Ну, почти закончил, и можем глянуть наконец-таки на следующую гонку. Наверное, все-таки утюг возьмем, по-моему, утюг побыстрее был, что-то эта тачка. А, давайте ML возьмем. Или что там, гелик был, гелик был. Посмотрим, какого на нем ехать. Все равно интересно. Сейчас еще позицию не хватало потерять, знаете, прям перед самым финишем. Слушайте, серьезно? За счет того, что можно прям под колеса броситься и нормально все будет. Он тебя еще подтолкнет. Наконец доехали, мужики. Первый сейф. Так, меняем давайте тачку.
А, нифига, нам уже даже новых машин накинули. Зачетно, на сарай поедем. А это что? А это 140. Давайте сарайчик возьмем, ребят, ну как бы. Так поинтереснее будет фитинг, цвета. Давайте серый просто возьмем, просто по классике. Ну что, поехали? Новая карта, кстати, в Альпах поедем, ни хрена, 70 км, 3 круга. Слушайте, что за прикол с погодой? Я до этого играл, была везде солнечная погода. Ну ладно, ничего. Как. Реально прям симулятор, ну вот вообще не могу. Карты какие классные, красивые на самом деле, очень красиво выглядит. Только расстраиваюсь, что погода не солнечная. Знаете, что хочется сделать? Давайте сейчас сделаем, посмотрим, можно ли куда-то съехать. Ну у нас не велик, конечно. Так, здесь у нас бордюрчик, никуда не съедешь. Кстати, ни хрена себе он наваливает. Ну-ка, ну-ка, поехали сюда. Посмотрим. Просто нахрен взял, с карты уехал. Да, реально, короче, просто уехали, едем в гору куда-то. Вот это я понимаю, это зачетно. Может быть, здесь потом, конечно, какие-то гонки будут, не знаю. Так, Настя, ты куда я вообще уехал? Замок какой-то стоит. Вот эта фишка меня в игре реально прикалывает. Очень интересно, что прям открыться водный мир. Хочу перезапустить игру, посмотреть, будет ли нормальная погода, или так и будем встретить с пасмурной погодой. Я знаю, что очень странно это звучит. У меня есть сохранение, есть сейвы. Отлично. Давайте я выхожу из игры, ребят, и сейчас с нее зайду обратно. Посмотрим, накинется мне солнечная погода. Крайне удивлен, что пасмурно. Все, нажимаем продолжить. Выбираем нашего персонажа. Нажимаем поехали. Прикиньте, пасмурно написано. Охренеть. Да, не повезло, как ты запустил с карьеры, ребят, у меня с плохой погодой. Может, от персонажа зависит тогда, я даже не знаю. Только, кстати, выстроены с трассы напоминает 5 Infest на PS1, потому что там, помню, тоже были, в принципе, живописные места, но ужасные повороты. Мне прям очень не нравилось. Только сейчас запалил, что у тебя, кстати, ногти накрашены сейчас сделали, тоже забавно. Прям руки персонажей разные. Интересно, интересно, поработали мелочно, но поработали. Мне кажется, очень классная фишка, что на карте можно ехать прям куда хочешь, куда глаза глядят. Есть подозрение, что горы на заднем фоне это не просто картинка, а это реально полноценные 3D-объект, до которого можно доехать. И это очень круто. Не знаю, как игра вообще все это пускает и все это здесь работает. Физика, на самом деле, она, конечно же, аркадная, но она приятная. То есть сильно тачка прям, приятно управлять. И чувствуется разница между задним и передним приводом. Вам, наверное, сейчас кажется ультра темно просто в игре. Интересно, что еще карты, знаете, оживленные, какие-то вертолеты там летают. До этого НЛО было. Как мне это ведро теперь обгонять, для этого у меня вообще есть... Жалко, что, кстати, фары не включить. Хочу сделать погромче музыку.
Послушать, что там по музыке. Блин, реально. А, ну хотя четвертым я не так уж плохо. А, это первый круг уже сделали. Неплохо, неплохо. Тоже, конечно, 2 минутки, но хотя бы 3, а не 4, знаете, на том спасибо. Я прям реально помню, что когда все время играл, то мне было интересно смотреть, как выглядит трасса. То есть там появляется какой-то такой интерес поизучать, посмотреть на мир. Трассы очень жирно сделаны. Стопудово можно туда влево тоже уехать и там кататься на здоровье, я прям уверен. Музончик прям душевный, ребята. Я вот еду и получаю удовольствие. На самом деле, кстати, неплохо реализовано освещение, потому что когда проезжаешь над источником, точнее под источником света, то освещается весь салон автомобиля. Неплохо сделали, молодцы разработчики. Резал. Дирижабль, ни хрена себе, видите, там огромный дирижабль просто в небе. Прикол вообще. Неожиданно тоже. Блин, если на следующей трассе будет опять пасмурно, то действительно, мне кажется, нужно начинать игру про за нового персонажа. На себе нанести начинает вообще прям. Слушайте, меня все, кому не лень, уже обгоняют в этой игре. Он даже вписался там. Даже звук самолета был. Охренеть можно. Хорошо проработали. Ребят, я всех догнал, но никого, наверное, не обгоню уже. Конечно, попробую третьим приехать, но что-то мне подскажет, что мне не выйдет. Только сейчас понял, что довольно-таки загруженный интерфейс, потому что куча всякой херни висит на экране, в принципе. Например, можно всю левую часть, мне кажется, можно было просто облегчить одним положением. Так, ну что, мы приехали? Нравится, что пока что после каждой гонки давали новую тачку. Посмотрим, дадут сейчас еще или нет. Окей. Available. Альпы, Невада. Подождите, а только что я же где-то Японию видел. А, вот, реально. Так.
Неплохой аппарат. Вот, должна быть хорошая погода, ребят, пойдем в Японию. Вот это я понимаю, другое дело. Смотрите, какая красота сразу. Шикарно выглядит, друзья, просто божественно. Очень сразу красиво, какие классные отражения. Вообще. Это понимаю, вот здесь, ребята, реально видно просто уровень графики запредельный для консолей того времени, еще и для тех лет. Очень красиво выглядит. Очень классно, что они сделали абсолютно по-разному отражение автомобиля, зависит от погоды. Только добавляют ей реально реалистичности, я бы сказал. Супер вообще выглядит. Есть корабли какие-то плавают. Реально карта очень классно сделана. Жалко, что у приборки посередине экранчик не горит. Было бы вообще супер прям. Вода, кстати, что красиво сделана. Очень интересно на PS2. Вот, кстати, там все-таки колонн сделали или нет? Надо посмотреть будет версию с PS2. Вообще нереально красиво выглядит. Прям впечатлен мужиком. Очень хочется с трассы уехать и просто поехать, вот так глаза глядят. Я думаю, что не удержусь, и именно так мы сейчас, ребята, сделаем, потому что, в принципе-то, по игре все понятно, ездим по разным странам, меняем тачку, и, в общем-то, на этом история заканчивается. Геймплей просто максимально приятный, мягкий, не нагружающий, и, блин, не знаю, игра подходит реально для того, чтобы просто отдохнуть, и там, чуть ли не для медитации, кажется. То ноль стресса от нее. Самое классное, что мы можем сделать вот так. Просто взять и исследовать карту. Это очень здорово просто. Карты реально здоровые сделали, просто огроменных размеров. И вообще не нужно, в принципе, по трассе ездить, мне кажется. Знаете, что еще удивительно? На дороге колдобины, ну окей, вибрации нету, но... Кстати, нет, тачку не потряхивает особо. Скажу, что машину потряхивает, но слишком было бы круто. Смотри, как у меня на телефоне выглядит видео снимающееся. Прям очень красиво, конечно. Господи, вот так вот просто взять, тупо и уехать, реально абсолютно куда глаза глядят. Это же настолько круто, потому что раньше помню, что в принципе любая игра становится интересной, когда можно было ее просто исследовать. Исследовать именно так, что куда глаза глядят. Ничего тебя не ограничивает. Вот тот самый случай, ребята, это World Racing. Посмотрим потом еще вторую часть, как там все реализовано. Вторую часть для меня было открытием, что она существует. Причем я помню, что диск назывался Mercedes-Benz World Racing, а вторая часть уже просто World Racing называется. Потому что там цель не только Mercedes. Но в нее, кстати, в свое время вообще не играл, я про нее узнал вот буквально сейчас. Мы просто нереально далеко уехали от трассы. Я не знаю, сколько далеко мы еще можем ехать. Но, блин, это реально впечатляет, что они прям дают такую широкую свободу нам на исследование карты. Просто вообще нереальных размеров карты получается. Тупо едешь и едешь. Вообще понятия не имею, куда я выведу. Причем был бы съезд налево, я уверен, что можно было спокойно поехать там по лесу или куда угодно. Надо же было так сделать. Жалко, что не хватает жизни только немножко в мире, что трафик там какой-нибудь, другие люди, или я не знаю. Такое ощущение, что я, кстати, потихонечку, но на карту возвращаюсь. Ага, точно, реально, да, прикиньте. Это что получается, что я такой кусок проехал, а это в итоге круг оказался? Не, мне кажется, вряд ли. Просто нереально далеко уехал, причем я так высоко уже нахожусь. Блин, жалко, что камеры не покрутить. Камеру можно покрутить только с видом из кабины, когда. А, можно даже наверх посмотреть, прикиньте. Вообще, причем тоже головой можно крутить, в принципе. 360 градусов. А, вот не сделана часть, где ноги, видно, что там ничего нету.
Что, мужики, вот такой вот небольшой вот обзорчик вышел на World Racing 1 на оригинальном боксике. Не знаю, сколько вам интересно, но лично я считаю, что не хватает даже в таком формате в интернете обзоров на старые игрушки. Мне кажется, что World Racing можно в первый час смело поиграть, просто получить удовольствие от езды на машинах, на старых тачках. В принципе, неплохой, а самое главное, приятной физики, от очень красивой графики на самом деле, и от такого, в принципе, приятного саундтрека и, самое главное, красивых карт, друзья. Освещение очень сильно радует глаза прям. Очень классно сделано. Самолеты летают. Открытый мир. Чем вам не GTA, мужики, реально? Пишите свои комментики, друзья. Хотите ли новых видосов? Будем продолжать смотреть гонки, про которые никто не помнит, никто в которые уже не играют. Всем до скорых встреч, друзья, ну и до связи.